Всем привет! Сегодня мы будем вязать комплект из простой шапочки. Шапка у нас резинкой 1 на 1, толстая, теплая, отлично подходит для зимы. В комплект к шапке мы свяжем интересный шарф с вот такой необычной бахромой, но шарф у нас с секретом. На одной стороне бахрома, на другой стороне вот такой кармашек. Один конец шарфа просовываем в этот кармашек, и вот таким образом он сидит на шее. Этот комплект можно связать как из пряжи секционного окрашивания, так и из однотонной пряжи. В любом случае будет смотреться интересно и оригинально. Я вяжу на девочку 8 лет, обхват головы 52 сантиметра. Но шапка подойдет и на больший размер за счет своей эластичности. Длину шарфа вы можете регулировать по желанию. Мы будем вязать из пряжи Гималая Комбо. Такая толстая пряжа, в составе здесь полушерсть, 50% акрила и 50 шерсти. На 100 грамм 40 метров. Производитель рекомендует спицы номер 12, но шарф мы будем вязать на спицах номер 15. Длина лески здесь может быть любая. Наша пряжа секционного окрашивания. Мой цвет 52 729. Здесь короткие секции различных оттенков, очень интересно смотрится в полотне. Пряжа очень теплая, отлично подходит для зимних изделий. Оставляем небольшой кончик нити и обычным способом на наши спицы номер 15 набираем всего 12 петель. Это количество петель для шарфа шириной 20 сантиметров. Набрали 12 петель, разворачиваемся и начинаем вязание платочной вязкой. Первую кромочную снимаем и все петли во всех рядах будем провязывать лицевыми за передние стенки. В конце ряда кромочную вяжу изнаночной. Довязали ряд, разворачиваемся. Во втором и последующих рядах кромочные снимаем и продолжаем вязать лицевыми за передние стенки. И всего нам надо провязать для детского шарфа длину 110 сантиметров. Расход на шарф 2,5 мотка. Когда нить заканчивается, я просто подвожу нить от нового мотка и продолжаю вязание. А потом в конце вот эти кончики соединяю, делаю небольшой узелок и прячу нить, уводя по задним стенкам петель. Так, я провязала 104 ряда. У меня получилось около 110 сантиметров. На этом этапе нам необходимо сделать небольшой кармашек для нашего шарфа. На кармашек оставляем 15 сантиметров, подгибаем наш шарф и будем соединять вот эти две детальки при помощи крючка. У меня крючок номер 5. Первый стежок будет соединительный. Вводим крючок под кромочную на основной части шарфа, затем в нашу кромочную на спице и протягиваем рабочую нить через две эти петли. Петлю со спицы снимаем. Вводим крючок в следующую петлю, далее в петлю на спице и протягиваем нашу рабочую нить через 3 петли. Петлю со спицы снимаем. Ищем нашу следующую петлю на основной части шарфа, подхватываем ее, петлю со спицы и вытягиваем рабочую нить через 3 петли. Первая, вторая и третья. Петлю со спицы снимаем. Таким образом будем сшивать до конца ряда. Петля с основной части шарфа, петля со спицы и протягиваем рабочую нить через 3 петли. В конце ряда вводим крючок под кромочную. Далее в петлю со спицы протягиваем рабочую нить, вытягиваем петлю, отрезаем здесь нить, закрепляем и прячем кончик в наш шов. Вот такой кармашек для шарфа у нас получился. Очень удобная, интересная форма. Теперь приступаем к бахроме. Нам понадобится крючок. Вводим его под первую кромочную. Вытягиваем нить и делаем одну петлю. Закрепили рабочую нить. Далее крючок вводим под эту же кромочную. Вытягиваем еще одну петлю, протягиваем ее через уже сформированную и вытягиваем длинную нить длиной 40 сантиметров.
И каждый раз лучше замерять длину нашей петли, чтобы бахрома вся была одной длины. Здесь 40 сантиметров. И мы начинаем делать обороты крючком в этой петле вокруг своей оси. Я делаю по 20 оборотов на каждую бахрому. Возвращаемся к нашему шарфу. Вводим крючок под следующую кромочную, вытягиваем петлю, затем еще одну протягиваем через наши две. Вот такая бахрома у нас сформировалась. Новую петлю мы вновь вытягиваем до 40 сантиметров. Замеряем длину. Вдеваем в нее крючок и начинаем прокручивать вокруг своей оси. Тоже 20 оборотов. Возвращаемся к шарфу. Вводим крючок под следующую кромочную, вытягиваем петлю и еще одну протягиваем через наши две. Поправляем бахрому и вытягиваем длинную петлю 40 сантиметров. Таким образом будем формировать бахрому из-под каждой кромочной. Прокручиваем 20 раз. Складываем пополам. И вот она у нас так закручивается. Идем в следующую петлю. Таким образом проходимся по всей ширине шарфа. В конце ряда сделаем петлю закрепительную. Вытягиваем нить. Здесь ее отрезаем и прячем кончик. Вот наша бахрома. Интересная и красивая. Шарф готов. Теперь приступаем к шапке. Шапку я вяжу на круговых спицах 40 сантиметров, номер 10. Шапка у нас должна быть плотнее, поэтому спицы здесь возьмем меньшего номера. Обычным способом я набираю 40 петель. Это количество петель на обхват головы 52 сантиметра. Набрали нужное нам количество петель, плюс одну петлю набираем для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание в круг, следим за тем, чтобы косичка наборного ряда вся смотрела в центр круга и нигде не перекручивалась. Снимаем петлю с левой спицы и накидываем на нее петлю с правой спицы. Затягиваем нашу соединительную петлю и начинаем вязание резинкой 1 на 1. Одна петля лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. Все петли в первом ряду провязываем за передние стенки, чтобы они не скрещивались. Довязываем ряд до конца. Начало ряда у нас там, где хвостик. Во втором и последующих рядах над лицевыми вяжем лицевые за передние стенки, над изнаночными изнаночные за задние. Формируем резинку 1 на 1. Всего нам надо провязать 20 сантиметров в высоту до закрытия макушки. Я провязала 22 ряда нашей шапки. Начинаем формировать макушку. Будем делать убавки. Я повешу маркер начала ряда, это у меня кольцо, потому что обычно стандартные маркеры на спице номер 10 не налезают. Мы разворачиваем лицевую петлю и провязываем ее вместе со следующей изнаночной лицевой. Далее вяжем одну лицевую, одну изнаночную. Снова разворачиваем лицевую, провязываем 2 петли вместе. Одна лицевая, одна изнаночная. Так будем вязать до конца ряда. Разворачиваем петлю, провязываем 2 вместе, одна лицевая, одна изнаночная. В следующем ряду мы провязываем одну лицевую. И вот эти 2 петли, что мы провязывали лицевой и изнаночной, будем провязывать вместе. Лицевую разворачиваем, провязываем 2 вместе лицевой. Одна лицевая. Разворачиваем лицевую, провязываем 2 петли вместе. Лицевая, 2 вместе. Так будем вязать до конца ряда.
В следующем ряду уменьшаем количество петель вдвое. Разворачиваем 2 петли, провязываем их вместе лицевой за задние стенки. Снова 2 петли разворачиваем, провязываем их вместе лицевой. Таким образом делаем убавки до конца ряда. У меня осталось 10 петель на спицах. Здесь мы нить отрезаем, вставляем в иголку широким ушком и пропускаем через все наши петли. Затягиваем макушку, уводим нить наизнанку, с изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик, уводя по задним стенкам петель. Шапка наша тоже готова. Отправляем ее вместе с шарфом на ВТО. Стираем машинки на режиме ручной стирки, сушим на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Вот такой простой и оригинальный комплект можно связать очень быстро. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.